3 вкуса, 3 слоя, 3 цвета. Слой белого, молочного, темного шоколада. Это так просто, это так вкусно. Итак, сегодня мы готовим торт 3 шоколада. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир вкусной и полезной еды. Рецепт этого торта прекрасен в своей строгой красоте. И я надеюсь, что в последующем этот торт будет вашим фирменным блюдом. Итак, готовим. Первым делом я начинаю готовить основу для нашего торта. Для этого я отделяю у яиц желтки от белков. Взбиваем белки в стойкую пену. В белки добавляем половину сахарной пудры. Белки мы взбили, а теперь венчиком мы размешаем желтки с остатками сахарной пудры. Желтки с сахарной пудрой мы перемешали, а теперь частями добавляем в желтки белки. И все перемешиваем движениями сверху вниз. Просеиваем в наш будущий бисквит картофельный крахмал и какао-порошок. И все очень деликатно и аккуратно перемешиваем. Выкладываем нашу будущую бисквитную основу на противень, высланный кулинарной бумагой. Выравниваем наш бисквит по поверхности. Ставим противень в духовку, разогретую до 220 градусов на 8 минут. Подумать только, а ведь шоколадного муссового торта могло бы и не быть вовсе. По легенде, в 1900 году французский художник-постмодернист Тулуз-Латрек придумал взбивать шоколадную массу с яичным белком. Тогда он назвал это шоколадный майонез. Впоследствии это блюдо стало шедевром французской, да и мировой кухни. Прошло ровно 8 минут. И наш бисквит пора доставать. Дадим ему немного остыть и потом вырежем круглое основание для нашего будущего торта. Формой диаметром 20 см вырезаем дно для нашего торта. И стенки формы мы выстилаем прозрачной пленкой. На водяной бане начинаем плавить сначала темный шоколад. Причем за водой надо внимательно следить. Если вода начнет бурлить и она попадет в шоколад, то все будет испорчено. Поэтому вода должна быть просто горячей и не бурлить. И пока наш шоколад плавится, мы замочим желатин в холодной воде и взобьем сливки. Сливки взбиваем не очень сильно. Остывший до 50-55 градусов горячий шоколад я наливаю в наши сливки.
Добавляю туда 2 яичных желтка. Отжимаю от воды желатин. И буквально в течение 3 секунд разогреваю его в микроволновой печи. Один, 2, 3. Достаю. И тоже наливаю в наш будущий шоколадный слой. Все перемешиваю венчиком. Перекладываем шоколадный слой в нашу форму для торта. Чтобы окончательно выровнять наш слой темного шоколада в форме, немножко постучим по ней ложкой. И убираем наш будущий торт в холодильник ровно на 30 минут. И пока в холодильнике остывает слой с темным шоколадом, я начинаю плавить молочный шоколад. Не забываю повторять, следите за водой, она не должна кипеть, она должна парить. И, кстати, для водяной, или как ее еще называют, паровой бани, вы можете использовать просто 2 ковша разного размера, большой и маленький. Пока шоколад плавится, я замачиваю желатин и взбиваю сливки. Наливаем остывший до 50 градусов шоколад в сливки. Добавляем в него 2 яичных желтка. Отжимаем желатин от воды. И на 3 секунды ставим в микроволновку. Достаем расплавленный желатин. Выливаем. И все размешиваем венчиком. Я достал наш торт из холодильника и сейчас выложу на него 2-й слой. Выравниваем еще 1 слой. Вот так. И убираем в холодильник на полчаса. Начинаем плавить белый шоколад. Белый шоколад плавится, а я начинаю в 3-й раз взбивать сливки и замочу желатин. Обратите внимание, что на последний слой желатина надо больше всего. Белый шоколад остыл до 50 градусов. Видите, как я легко трогаю миску рукой. Переливаем в сливки. Добавляем 2 яичных желтка. Отжимаем от воды желатин. И опять же на 3 секунды ставим в микроволновую печку. Переливаем его. И все перемешиваем венчиком. Заливаем в торт последний белый шоколадный слой.
и убираем в холодильник ровно на 3 часа. Осталось только дождаться, когда он будет готов. Прошло ровно 3 часа, и пора торт доставать из холодильника. Снимаем форму. А теперь наш торт можно украсить. Вот так, легко, без особых хлопот, в домашних условиях я приготовил замечательный торт 3 шоколада. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Пока!